Водолеи, привет! Я сделаю для вас ежедневный расклад-прогноз с 21 до 31 июля. Мы с вами посмотрим, что каждый день третьей декады июля принесет в вашу жизнь. Во время ежедневных прогнозов мы с вами всегда получаем диагностику энергетики вашей жизни, что вас окружает в пространстве, внутри. Все смотрим, воздействие, просмотры. Если вас о чем-то нужно предупредить, я обязательно это сделаю, дам советы и рекомендации. И мы начинаем. Я только единственное напомню вам, как обычно, что прогноз, чтобы общую картину увидеть на эти дни, вам необходимо смотреть лучше даже в 3 вариантах. Смотрите обязательно прогноз на свой знак асцендента, обязательно первый дом вашего гороскопа. Как его определить, видео я оставила в шапке канала. И еще есть знак по Луне. Совершенно верно, очень многие пишут, отмечают это в комментариях, что да, знак по Луне тоже является вашим прогнозируемым знаком, поэтому вот смотрите основной знак, асцендентный знак и знак по Луне, и это будет шикарная полная картина для вас по прогнозам. Какие-то нюансы вы во всех этих прогнозах увидите для себя. Начинаем. 21 июля. Мы будем выкладывать сейчас с вами все 11 дней, которые нас интересуют. И расклад, конечно, общий. Я стараюсь максимально четко читать для вас. Именно вот вы в данный момент смотрите этот расклад и должны получить свою информацию, которая вам поможет, вас направит. Но бывает, что если что-то срезонировало, и вы хотите эту картину более широко, допустим, развернуть, посмотреть, да, что там более подробно. Лично мне вы написать всегда можете, не забывайте, пожалуйста, об этом. Телеграм и другие контакты находятся в описании тоже канала. Карту с вами можем посмотреть астральную, и предназначение, и совместимость, и все можем. Ответы на любые вопросы можем с вами получить. Так, 26 июля. Это же очень важно всегда, знаете, просто не получив какой-то ответ частично, как-то его раскрыть для себя. Потому что это, ну, знаете, как будто бы часть своей жизни проживаете или полностью свой ресурс проживаете, да, жизненный. Это совсем разные жизни будут. 31 июля. Все отлично, мы выложили и начинаем смотреть. Карта немного отсвечивает, я вам все равно все покажу. 21 июля. Здесь у нас всадник и сад. Посещение какого-то общественного места, визит в общественное место, в гости. Куда-то поехали, встретились с друзьями, с людьми, с которыми вы встречи с которыми, в знакомстве с которыми вы заинтересованы. Посещение, да, здесь идет по всадник. Всадник еще может привезти вам что-то, это курьеры. В этот день ожидаются, связано это тоже. Может быть, приглашение он привезет в какое-то общественное место, на общественное мероприятие, да, но в этот же день у вас это произойти может. Больше на поездку похоже, не длительная поездка, недалекая. Приехал, уехал. Всадник это такое вот состояние. И в целом состояние полета, движения в этот день, знаете, чем-то интересуетесь, знакомитесь, узнаете что-то новое, люди делятся с вами опытом. 22 июля. Змея и лилии. Так, смотрите, в вашей жизни есть манипулятор. Змея – это такое перетягивание одеяла на себя, это манипулирование. Манипулирование чем? Ресурсами какими-то. Я тебе даю, ты мне что-то должен или должна. Может быть такое. Следите, все-таки змея вышла вашей картой первой, да? Либо на вас такое сильное влияние идет. Это еще магия может быть. По змее это влияние может быть манипулирование и психологически, и магически. Какой-то ресурс, да? Какой-то ресурс нужен, и змея оттягивает его. Спонсирование такое, как будто бы вам оказывается помощь, кто-то позавидовал, или вы чем-то лучше, но вы заслужили это, и вам завидуют и перетягивают на себя. Она на вас лежит, эта змея. Но еще предупреждаю, поскольку вышла первая карта, это и вы можете быть в какой-то момент, то есть вы манипулируете для того, чтобы получить какой-то ресурс. Здесь не возбраняется, то есть мы смотрим расклад для вас,
в целом в этот день вы можете как-то поманипулировать кем-то, что-то попросить, может быть, что-то дать в ответ за это, да, то есть, может быть, это такие продуктивные отношения, потому что лилии говорят о взаимообмене, то есть лилии, королю пик, ему всегда нравится спонсировать, ему нравится что-то дарить, и в ответ он видит, допустим, что вам это приносит удовольствие, или вас это как-то развивает, вот, короля пик может ваш ум восхищать, да, если вы вот такой умной, мудрой, опытной женщиной выступаете в данном ключе, то его может восхищать, какая вы можете быть яркая и талантливая. В любом случае здесь какая-то манипуляция, да, и манипулировать можно, но только в том случае, если это приносит обоим людям какое-то пользу, да, и благо, потому что просто перетягивание на себя, конечно же, кармические последствия будет для вас иметь. Будьте аккуратны. Ну и про нападение не забывайте, змея может означать, что покусились на ваш ресурс. 23 июля. Букет – это красота внутренняя и внешняя, это таланты ваши скрытые и те, которые вы демонстрируете, и собака. Верность, да, рядом с вами находится верный друг, есть это поводырь, это человек, который вас может проконсультировать или вам подсказать что-то. У собаки нюх, собака и профессионал своего дела, и у нее еще интуиция отлично работает, смотрите, да, и это человек рядом с вами, это прям как охранная система у вас сейчас здесь вышла. Ваши таланты, ваши умения какие-то, ваша, может быть, способность проявлять себя в социуме привлекает нужных вам людей, знакомит вас с людьми, которые будут вам полезны и верны. Хороший день такой, проявить себя, показать себя где-то, может быть, или в интернете, или вообще в жизни. Цветы – это сцена, это, например, такое, показать свой талант широкой публике запросто. 24 июля, сердце – это у нас любовь, и медведь, любовь к медведю, любовь с медведем. Медведь что это? У нас это партнер, он может быть серьезный, он может быть взрослый, да, это человек, который наделен властью какой-то, есть немного момент подавления и контроля, но любовь здесь к нему, то есть любовь растапливает, да, вот этого грозного мишку, она делает вашим верным защитником. Любовь ваша защита, любовь – это какой-то ваш тотем, да, есть звери тотемные, а есть некие силы. И вот любовь в вашем сердце наполняет вашу жизнь, и вы в безопасности, даже несмотря, вот одна вроде по карте вышла, такая не очень приятная, да, энергетически, но при этом, посмотрите, и здесь у вас защитник, и здесь у вас защитник. Вы, и все потому, что все на искренности основано. Вы себя проявляете очень позитивно, вы проявляете себя с любовью и искренностью, вы хотите от людей только такого, искренности и любви, и вы получаете это, видите? Просто не всегда это выглядит как прям позитив, потому что мишки, они могут, ну, знаете, как медведь в посудной лавке. Зашел, наступил куда-то, вот. А на самом деле медведь – это верный защитник. И вот через любовь, как я уже сказала, можно растопить сердце этого человека и уже получить искренность какую-то от него. Такие еще защитные механизмы, защитная реакция может от человека такая быть, которая непонятна вам, но если вы будете настаивать, любить, показывать свои чувства, вы растопите этот лед. 25 июля. Кольцо, и кольцо – это союз, кольцо – это договор, кольцо – это брак, конечно, подарки еще могут быть по кольцу, но в меньшей степени. И коса. Угу. Заключаете, перезаключаете, обновляете какой-то договор или союз. Тут идет такое, как бы завершается союз, да, по косе, но он у вас идет на первом месте. То есть договор, союз, отношения. Может быть, вы переходите на новый этап ваших отношений на первом месте. То есть союз остается, но заканчивается какой-то этап. Резко заканчивается, может быть, неожиданно. А может быть, вы к этому шли, и вот конечный итог, результат, и вы переходите на новый уровень отношений, где вы на новых договоренностях будете существовать. И более крепким станет такой союз, значит. 26 июля.
Мыши, крысы у нас здесь и тучи. Мгм. Смотрите, ну у вас страхи какие-то внутренние, конечно же, подтачивают вас сомнения, а что будет дальше, а куда мне идти? Тучи мы не видим, да? Не видите картины полные, не видите, куда идти, потому что у вас здесь энергопотери. Они двойные. Это могут быть ваши люди, которые хотят вам навредить, сплетники, да, это люди, которые вкидывают информацию, может быть, о вас, ту, которая не является правдой, но вам вредит. Энергопотери идут, потому что стресс, потому что у вас возникают какие-то неприятности. Энергопотери здесь могут быть еще ваши личные, то есть если мы сами беспокоимся, сами себя где-то грызем, мы тоже теряем энергию на эту внутреннюю мышиную возню. В любом случае будьте осторожны, потому что здесь больше все-таки похоже, что на вас нападение, потому что следующие тучи говорят, что вы немножечко сбились с пути, вы дезориентированы, куда смотреть, что делать. Вот это энергопотери довольно неприятные, потому что они не дают вам продвижения вперед. Возможно, так, 27 июля. Может быть, на фоне этого вы что-то обсуждаете с друзьями, и не только с друзьями. Птицы — это пощебетать и разлететься, да. Птицы — это такая история, а вот у меня посплетничали и действительно разлетелись. Очень легко, видите, идет. Может быть, дружеская какая-то сходка, да, где, опять же, вы себя показываете перед друзьями, вам себя демонстрируют, внешне демонстрируют. Здесь нет внутреннего наполнения. День довольно-таки, знаете, на поверхности может быть веселым, красивым, но внутри скрыт талант. Вы его не демонстрируете, потому что птицы говорят о легкости очень общения. А у вас даже нет возможности, как будто бы в этот день рядом с вами люди очень поверхностные могут быть. То есть вы даже не можете проявить свой талант. Вы, может быть, где-то и пытаетесь его проявить, но очень легко его воспринимают, не оценивают по достоинству. Вот что здесь идет. 28 июля. Башня — это у нас работа и государственные учреждения любые. Перечисляю, да, всегда суды, больницы, тюрьмы, военкоматы, школы, библиотеки, все государственное у нас, все государственные учреждения, и ваша работа и карьера, рост, да, посмотрите. То же самое здесь выходит, как и с кольцом. Растете и переходите на новый этап, у вас какой-то период, видимо, выхода на новый этап, потому что вы здесь и с защитниками со своими разобрались, наладили отношения, и здесь вышли на новый этап в каких-то договорах, отношениях, и работа, да, как будто бы заканчивается какой-то период, может быть тягомотный, может быть долгий, нагнетаемый, может быть вы долго шли к этому, резкие перемены на работе. Ну, кстати, может быть и увольнение или переход на другую работу, потому что работа все равно у вас стоит, значит, есть место, куда вы можете перейти. Вот, любые дела, связанные с госучреждениями, тоже здесь резкие перемены. Как дальше будет, куда дальше будете двигаться, куда это перемены, в какую сторону, здесь нам пока не ясно. Просто они наступают, эти перемены, и все. 29 июля. Женщина, ваша карта первая. Сейчас, девушки, буду вам про вас рассказывать. Мужчины, про вас тоже, конечно, расскажу. И перекрестки. Так, ну, женщины, смотрите. Вы стоите перед выбором. Выбор связан с вашей женской судьбой. Вот. Какой конкретно выбор здесь не ясно. Выбор сделать сложно, его не делайте в этот день, потому что можно ошибиться. Перекрестки всегда говорят, вот развилка, да, здесь называется эта карта, они говорят: стой, пока на попе ровно, сиди на попе ровно, не двигайся, потому что здесь пока не решен, как будто не простроилась ваша судьба, но выбор есть в вашей жизни. Вот такие вот карты я советую всегда смотреть, да, вот обращаться за раскладом, чтобы мы посмотрели один вариант с вами, другой вариант, то есть как вам будет лучше. В этом случае вы сможете сделать выбор, но вот здесь нет, стоите и ждете. Мужчина для вас, женщина, которая заставляет вас делать выбор, как будто бы вы где-то на перепутье. Женщина главная, да, в данном моменте, и вот вы выбираете, двигаться дальше, может быть, с ней или без нее. Какой-то, может быть, у вас свой путь, да, есть. Или, может быть, развилка означает, кстати, развилка может означать другую женщину, да, когда есть две женщины, как два пути. Вот здесь также, как я и говорила, что нужно смотреть, кого выбрать, что выбрать, чтобы вам там было хорошо.
30 июля книга — это знание и змея, смотрите, а вот здесь змея уже рядом с вами, здесь уже другая будет история. Влияние на вас какой-то информации, и причем информация у вас как бы есть, но ее используют против вас. Змея — манипулятор. Женщина взрослые часто змеей у нас выходят, очень властные матери, влияющие на своих детей, свекрови, тещи, то есть просто взрослые женщины по жизни, которые практикуют, например, магию, энергетические различные вещи. Вот такими людьми выходит змея. Кто-то рядом с вами и влияет как-то на вас. Книга магическая, книга знаний, которые влияют каким-то образом на вас. Манипуляция, перетягивание на себя. Помните, я говорю, и перетягивают какой-то ваш ресурс важный для вас. Информация — это самое важное, что есть в нашей жизни. Владеешь информацией, владеешь всем миром, да, и вот у вас что-то забирают, причем как бы используя как будто бы ваши, а может быть и слабые даже стороны, ну вот знают, как вами манипулировать, и очень умело, и скорее всего это уже давно продолжается. Пожалуйста, будьте аккуратны. И тут у нас всадник и якорь. Так, может быть поездка недалекая куда-то, в какое-то место, к которому вы привыкли, встреча с человеком, к которому вы привязаны, здесь может быть дружба, здесь могут быть какие-то отношения поближе, встреча с таким человеком, поездка к нему в гости, или вы принимаете у себя в гости. Это очередная встреча, это отношения, которые продолжаются. Они очень крепкие. Якорь говорит о таких отношениях, которые урегулированы, вот такие вот прочные, да, вот. И, может быть, еще вы поехали куда-то, чтобы заняться чем-то привычным для вас, что вас заземляет по якорю, может быть. Заземляет нас спорт, например, заземляет, когда мы кушаем хорошо, вкусно, то есть любые земные удовольствия. И такие заземляющие вот моменты, они нам нужны очень, да, чтобы не парить всегда в облаках. Что-то еще может быть. Ну, смотрите, доставка какая-то. Всадники у нас — это курьеры. Привезут вам что-то. А вот что привезут, мне интересно в этот день. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрываются карты. Да, вот привезут что-то по якорю. Что вам якорь привезут домой? Что-то заземляющее, вкусную еду, как я уже сказала, или, может, спортивный инвентарь какой-то. Что-то такое, вот, что заставляет вас почувствовать тело свое. Вот. И встречи приятные, комфортные, потому что вы в привычной обстановке, вы привыкли. Вот. В целом я чувствую от этого расклада очень много уверенности в вас, в себе. Вы уверенно принимаете решения, двигаетесь дальше. У вас есть защитники, помощники, подсказчики. Это хорошо, это верный ориентир. Где-то что-то чуть-чуть вас выбивает. Вы насчет вот этих вот сплетников, людей, которые могут навредить, манипулировать вами, да, по змее. Обращайте на это внимание. Но в целом справляетесь. Я вижу, что у вас такая есть уверенность, и вы, несмотря ни на что, двигаетесь дальше, получаете помощь, пользуетесь всем, что дает вам жизнь. Я желаю вам всего наилучшего. Пусть в вашей жизни все происходит так, как вам нужно, чтобы вот именно сбывалось все, что нужно лично вам. Было счастье и удача в вашей жизни. Благодарю вас. Пока-пока. Увидимся.